Всем привет! В этом видео я собрала 4 рецепта разных супов. Первым приготовим суп по-мексикански, необычный и вкусный. Готовится он очень просто и быстро. Если вы хотите разнообразить свое меню, то этот рецепт вам отлично подойдет. В сковороду или кастрюлю с толстым дном наливаем немного растительного масла. Кладем 500 грамм фарша. Жарим фарш, периодически перемешивая и разбивая лопаткой комочки. Готовим примерно 5-8 минут. К фаршу наливаем 800 мл томатного сока. Все перемешиваем. Томатный сок можно заменить нарезанными помидорами или использовать консервированные помидоры в собственном соку. Накрываем крышкой и доводим до кипения. Суп закипел. Добавляем 1 банку консервированной кукурузы и 1 банку консервированной красной фасоли. Сюда же наливаем пол-литра воды. Фасоль можно отварить самому, а кукурузу использовать замороженную. Все перемешиваем и варим после закипания примерно 5 минут. В самом конце суп солим по вкусу. Насыпаем пол чайной ложки молотого красного перца и перчим черным молотым перцем. Сюда же выдавливаем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Приправы можете регулировать по своему вкусу. Все перемешиваем и подаем на стол. Суп по-мексикански получился очень вкусным и сытным, а на приготовление уходит совсем немного времени. Такой суп прекрасно разнообразит ежедневное меню. Вторым приготовим легкий суп на каждый день. Это простое блюдо отлично подходит для каждодневного меню. Такой суп простой в приготовлении, ароматный и сытный. В 3-литровую кастрюлю наливаем примерно 2-2,5 литра воды и ставим на огонь. Пока греется вода, 350 грамм картофеля нарезаем небольшими кусочками. В горячую воду кладем подготовленный картофель. Варим после закипания примерно 5 минут. Если образуется пена, то ее желательно снять. Картофель варится уже 5 минут. Добавляем 4 столовых ложки промытой гречки. Все перемешиваем и варим еще примерно 15 минут. Пока варится гречка с картошкой, подготовим остальные ингредиенты. 200 грамм шампиньонов моем и нарезаем пластинками. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. На разогретую сковороду кладем нарезанные шампиньоны. Готовим их на большом огне до испарения всей жидкости. Когда вся жидкость из грибов испарилась, в сковороду наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем лук с грибами до золотистости лука. Сюда же добавляем тертую морковь. Готовим еще примерно 1-2 минуты и снимаем с огня. Картофель с гречкой уже сварился. Добавляем в кастрюлю пассировку с грибами. Суп солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. И кладем 1 лавровый лист. Все перемешиваем. Когда суп закипит, добавляем нарезанную зелень. Я добавила замороженный укроп. Все перемешиваем и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с гречкой и грибами получился ароматным и вкусным. Готовится очень просто и быстро. Он отлично подходит для обеда на каждый день. Третьим приготовим суп с горошком. Это легкое, сытное и очень вкусное первое блюдо, которое прекрасно разнообразит ваше ежедневное меню. В кастрюлю наливаем 3 литра воды и ставим на огонь. Пока закипает вода, подготовим картофель. 300 грамм картофеля нарезаем небольшими кусочками. Подготовленную картошку кладем в кипящую воду и варим на небольшом огне примерно 10 минут. Подготовим остальные ингредиенты. 2 плавленных сырка нарезаем кубиками. Также их можно натереть на крупной терке. 1 луковицу нарезаем небольшими кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке.
Готовим овощную пассировку. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем до золотистости. Лук готов, добавляем к нему тертую морковь. Все пассируем до мягкости морковки. Картофель уже наполовину сварился. Солим суп примерно половиной столовой ложки соли. Сюда же насыпаем 150 грамм мелкой лапши. Все перемешиваем и варим примерно 3 минуты. В суп кладем нарезанный плавленый сырок. Перемешиваем, чтобы он быстрее растворился. Сыр нужно брать качественный, без растительных жиров, так как сыр плохого качества может не раствориться в супе. Сюда же насыпаем 100 грамм замороженного или свежего зеленого горошка. Варим еще 3 минуты. Готовую овощную пассировку добавляем в суп. Добавляем лавровый лист и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Доводим до кипения и выключаем суп. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с горошком и плавленными сырками получился очень вкусным, сытным и ароматным. Такой суп очень легко готовится. Четвертым приготовим один из вариантов горохового супа. Готовится несложно и получается очень вкусным и наваристым. В 4-литровую кастрюлю кладем полкилограмма ребрышек и наливаем воду так, чтобы она их покрыла. Я использую телячьи ребрышки, но также можно взять говяжьи или свиные. Кастрюлю ставим на огонь. Сразу же, как только вода закипит и образуется пена, снимаем ее с огня. Воду сливаем, а кастрюлю и мясо промываем. В кастрюлю с мясом наливаем примерно 3 литра воды. Ставим на огонь. После закипания воды варим 10 минут, а затем сюда же насыпаем 300 грамм хорошо промытого гороха. Предварительно горох можно замочить в воде на пару часов, так он быстрее разварится. Я еще кладу корень пастернака, но можно положить любые корешки или целую луковицу. Ребрышки с горохом варим на самом маленьком огне примерно 1 час. Пока все варится, подготовим остальные ингредиенты. 300 грамм картофеля нарезаем небольшими кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. 1 луковицу нарезаем кубиками. В сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Обжариваем до золотистости. Когда лук подзолотится, добавляем тертую морковь. Все перемешиваем и пассируем еще 1-2 минуты. Пассировку снимаем с огня. Прошел 1 час. Вынимаем пастернак, он нам больше не понадобится. И достаем ребрышки, им нужно дать немного остыть. Вареный горох измельчаем погружным блендером прямо в кастрюле до однородности. Делайте это очень аккуратно, так как можно обжечься. Если больше любите целый горох, то не измельчайте. В кастрюлю к гороху добавляем нарезанный кубиками картофель. Все перемешиваем и варим еще примерно 10 минут. Ребрышки немного остыли. Отделяем от них мясо и нарезаем его на более мелкие кусочки. Суп с картофелем проварился уже 10 минут. Добавляем к нему нарезанное мясо. Солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. И добавляем лавровый лист. Сюда же кладем приготовленную овощную пассировку. Все перемешиваем и доводим суп до кипения. Когда закипит, снимаем с огня. Гороховый суп получился очень вкусным и наваристым. Готовится просто и отлично подходит для обеда всей семьей. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Если вам понравились такие рецепты приготовления супов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.